Обещала, что обязательно расскажу, нравится мне или нет. Раньше у меня, помню, была не настоящая, когда я в Беларуси жила. Очень популярно заказывать адвент-календари. В том году я тоже купила себе Look Fantastic. И я так разочаровалась, ребята, это был такой ужас. Раз я уже так разоткровенничалась, еще у нас будет импреза. Я вообще не люблю никакие импрезы. Со стороны люди думают, что мы вообще какие-то чокнутые. Вы даже не представляете, у нас даже с Сашей не было свадьбы. Я просто увидела, что в ТикТоке все танцуют этот танец. Пойдет сдавать этот экзамен. Я говорю, не сдашь, ничего страшного, можешь пересдать. Ну, господи, ничего страшного. Просто обзор года. Мы уже давно засматривались. Классно, доброт, ну я ставлю лайк. Пробовали ли вы, как вам? Помыла волосы и вспомнила, что как-то давным-давно мы снимали видео, там, распаковку из Росмана. И я заказала себе такой бальзам для волос и говорила, обещала, что обязательно расскажу, нравится мне или нет. Сразу говорю, что мне очень нравится. Я вообще в восторге. И, наверное, я не пожалела, что купила такой, знаете, большой объем. Волосы мои такие вот, знаете, они рассыпчатые, вот настолько вот мягкие. Но я пользуюсь не только этим бальзамом, но еще пользуюсь вот таким маслом. Получается, у меня вот это масло. И плюс я пользуюсь вот таким фруктис. Вот о нем, собственно говоря, я хотела рассказать. Очень вообще просто идеально для волос. Но, знаете, я еще просто такая очень ленивая. Я люблю, чтобы просто быстренько нанести на волосы, и чтобы это сразу дало результат. Я смотрю, тут очень много всяких силиконов, может, поэтому волосы становятся такие гладкие, такие роскошные. Кстати, посмотрите, как они у меня уже отросли. Я обрезала вот так. То есть вот где-то такая вот длина уже у меня выросла. Так вот, я говорила, что я очень ленивая. Это выражается вообще во всех моих действиях. И вот в мытье волос это тоже. Я не люблю, я люблю быстро помыть, все намочалить и пойти, знаете, и выйти, и уже перед расчесыванием нанести вот эту вот штуку. У меня еще была из-за адвент-календаря Аведа. Я очень была влюбилась, но это стоит в разы, просто в разы дороже вот этого. Я решила попробовать, прежде чем покупать дорогущую Аведу. И полностью довольна. Мне кажется, это результат один и тот же. И мне нравится легкое использование. То есть я выхожу из ванны и просто наношу на волосы. Плюс я наношу это масло. И плюс я еще вот такую купила пшикалку. Но, честно говоря, я о ней забываю. Но она тоже классная. Она тут с маслами. Не знаю, что там еще. Неважно. Я, короче, вот это вот все наношу, и волосы, они такие мягкие. Но знаете, что я еще заметила? Что когда я поменяла расческу, качество волос тоже улучшилось. У меня Tangle Teaser. Кстати, первый раз я купила эту расческу. Раньше у меня, помню, была не настоящая, когда я в Беларуси жила. Потому что настоящая стоила дорого. У меня была такая китайская, не настоящая. Даже не знаю, я покупала ее в острове Чистоты. И она выдирала мне волосы. Она вообще ничего не расчесывала, она только, как это сказать, гладила. Но у меня очень густые волосы, правда, очень сложно выбрать расческу. А эта расческа, я просто до и после, я думала, честно, это хайп. Ну, я реально так думала. Пока не воспользовалась, вообще не дерет волосы. Так хорошо расчесывает, так мягенько. Но может из-за того, что у меня еще и волосы короткие. Но они у меня очень густые, ребят. И это факт. Ну вот и все, в принципе, я вам рассказала. Смотрю, что сейчас очень популярно заказывать адвент-календари. Это не только сейчас, но и в том году. В том году я тоже купила себе Look Fantastic. У меня даже есть видео. И Сашку попрошу прикрепить ссылку. Сашка, прикрепи, пожалуйста, ссылку. Вот, Сашка монтирует видео всегда. И я так разочаровалась, ребята. Это был такой ужас. Ну просто я рассчитывала, что там будут какие-то полноразмерки или еще что-то. И у меня осталось. Я очень люблю всякие уходовые средства. Мне больше хотелось уходовые попробовать, потому что я не крашусь вообще. Ну, вы, наверное, заметили, что никогда не крашусь. Меня все устраивает в моей внешности. И
Ну, короче, не крашься. И некоторые средства я уже, знаете, тут такие вот были писюлечки, просто маленькие. Я их закончила там через буквально, там, не знаю, 1,5-2 недели. И вот Аведа там была для волос, я запомнила, я тоже ей пользовалась. И мне очень нравилось. И я ее так растягивала, я вот каждую кропельку просто где-то на волосы боялась смазать. Но у меня были еще очень длинные волосы, конечно, быстро закончилось. И в этом году я тоже хотела заказать, честно хочу признаться, я уже была на грани, я уже нашла даже, какой я хочу адвент-календарь, но потом я подумала, не буду. И честно, я так рада, что я себя остановила. Это пустая трата денег. Просто, как всегда, косметические бренды на нас зарабатывают. И из буквально там недорогого сегмента тоже можно найти что-то для ухода. Я, конечно, не буду говорить, что те, кто пользуется дорогой косметикой, люди плохо поступают. Конечно же, я понимаю, что более дорогой косметики, наверное, там состав более другой. И для своей кожи, и не только кожи, просто и приятно наносить из дорогих баночек что-то себе на лицо и так далее. Но на самом деле я пользуюсь вот то, что я вам показала. И плюс у меня еще крем от CeraVe, тоже есть видео. Я им пользуюсь уже много лет, и на самом деле я еще и в Беларуси его заказывала. Мне нравится, что он такой жирненький. Мне на кожу нанесла, мне все шик, модерн. Но да, у меня, конечно, есть прыщи, как у всех, но у меня не проблемная кожа. Короче, я вообще не заморачиваюсь. Не заморачиваюсь ни над чем. Вот и все. Поэтому моя совесть чиста. Я рассказала этой штуке, потому что часто такое бывает, что я говорю, я расскажу какое-нибудь из видео и забываю. Ну, пользуюсь и забываю. Думаю, ну, неужели это интересно узнать про средства, которые, в принципе, не очень популярные и не очень дорогие. Но и сразу хочу сказать, что я вообще никого не осуждаю. И тот, кто красится, тот, кто умеет красиво краситься, кто умеет себя, так, знаете, чувствовать, подавать правильно с косметикой на лице. Я просто такой человек, я не знаю, но я дискомфортно себя чувствую, когда у меня что-то накрашено на лице. Конечно, у нас есть видео, где я немного накрашена там бываю. Но это редко. Но это мне хочется, знаете, в видео быть более выразительные глаза, потому что на камеру реально все съедается. Ну, в принципе, минутка откровения закончилась. Конечно, меня никто не спрашивал, почему я не крашу. Я решила ответить, так сказать. Придумала сама себе вопрос. О, ребят, еще. Раз я уже так разоткровенничалась, еще у нас будет импреза. И вот вы должны знать обо мне одну маленькую вещь, что мучает меня уже много-много дней. Я вообще не люблю никакие импрезы. Я не люблю большое столпотворение людей, когда все что-то празднуют, под музыку сидят в заведениях. Я, на самом деле, возможно, кажется на видео, что мы очень открытые, что мы такие веселые. Ну да, мы веселые, но только вот вдвоем, вот втроем с Чупи. Но мы очень закрытые люди. Как мне кажется, со стороны люди думают, что мы вообще какие-то чокнутые, ненормальные. И вот все эти импрезы, ходить для меня, ну вот, знаете, ходить что-то отмечать с коллективом, да, я этот коллектив знаю, мы с ними хорошо общаемся, с ними работаю, но мне сложно, не потому что я их не люблю, а потому что мне сложно, мне себя надо перебороть. Вы бы видели, как я выбирала платье, мне было, не знаю, мне вообще все это очень тяжело, вообще сложно открываться. Вот мне нравится открываться на камеру, потому что я вас не вижу. Видите только вы меня. Я вот так вот все рассказала. Мне стало типа, легче. Но при этом я все еще рассказываю Саше все. И мы с Сашей вообще как лучшие друзья. И мне настолько хватает этой компании. У меня есть, конечно, и подружка в Беларуси, которой тоже люблю все рассказать. Блин, ребят, пока я вам записывала видео, Чупи тут там порвал ковер. Блин. Я думаю, он там играется с игрушкой, он вон оторвал там все. Посмотрите теперь, как он выглядит. Просто жесть. Закончила я на импрезе. И, значит, что с этой импрезой? Я психологически работаю над собой, чтобы мне туда пойти. Честно говоря, я туда не ходила. Уже она была не один раз. Я не ходила.
У меня были, правда, весомые причины. И я так жалею, что у меня нет какой-то весомой причины пойти сейчас. Точнее, не пойти туда. Я не знаю, почему так происходит. Но просто вот такой я человек, мне сложно. Я не пью, я особо... конечно, я веселюсь, но мы все люди с разными... Куда пришел? Куда? Пошел отсюда, давайте. Вон. Ты мешаешь. Давай, чупи, выходи. Чупи. Выходи. Чего? Ну. А с другой стороны, может, когда я приду из этой импрезы, там вот так классно, я буду рассказать, как здорово, как хорошо. Как жалко, что я вообще не ходила туда раньше. Но я знаю, что мне сложно. Вы даже не представляете, у нас даже с Сашей не было свадьбы. Ну, такое, вы знаете, как все девочки мечтают, чтобы была свадьба, чтобы у меня было пышное такое красивое платье. Ну, или не пышное, не знаю. Я никогда об этом не мечтала. Мне сложно. Мы с Сашей сразу договорились, что, пожалуйста, только без свадьбы. Я не хочу, мне... Это вообще не мое. Я не люблю вот эти вот застолья. Вот такие, знаете, даже... Я люблю принимать гостей, конечно, но это другое. Но поэтому из-за того, что мы такие вот... такие спокойные, наверное, достаточно закрытые люди, мы даже не праздновали свою вот такую вот свадьбу. Ну, у нас была роспись, мы позвали только своих родителей, своих родственников, ну, было очень мало человек. Мы отметили все, посидели. И даже после этого, несмотря на то, что я обожаю вообще своих родителей, Сашиных родителей, даже после этого я отходила где-то денек другой. Мне было сложно. Вот энергия вся моя, она уходит вместе с этими импрезами. Вот почему я вообще рассказываю про эту импрезу? Потому что меня это беспокоит уже несколько недель. Как я об этом узнала, так меня это беспокоит. Настолько вся моя сущность не хочет туда идти. Не хочется. Я не люблю дискотеки. Это вообще не мои места. Ну вот, ребят, с вами поделилась, и мне стало легче с своими виртуальными друзьяшками. А началось все с волос. Еще недавно посмотрела сериал Wednesday. Вообще такой классный, конечно, меня ТикТок на него подсадил, на Wednesday. Я просто увидела, что в ТикТоке все танцуют этот танец. Ну, вы знаете эту музыку. Кто смотрел Wednesday, кто сидит в ТикТоке, тот 100% попадался не один раз на этот танец. Там такой... Вообще такие глаза классные. Я, короче, тоже купилась и думаю, ладно, посмотрю уже этот Wednesday, блин, достали уже своими этими тиктоками. Я сказать, что в восторге, ничего не сказать. Там всего 8 серий в первом сезоне. Я вообще посмотрела просто за 1,5 вечера. Это прям мой рекомендацион. Ну, конечно, он немножко такой, знаете, для школьников. Но я в душе это школьник. Я очень даже... в душе молодая. Мне вообще все это нравится, такие приключения, знаете. И самое интересное, несмотря на то, что она такая достаточно... ее преподносят в начале сериала, как будто она такая странная, злая, убивает там людей, но не буду его спойлерить. И, короче, черная у нее душа, на самом деле она очень такая человеческая, очень добрая. И в ее душе сидит симпатия, вот эта доля симпатии к людям. Несмотря на то, что она показывает, что она ненавидит людей, ей хорошо быть одной, никому не хорошо быть одному, кроме нас с Сашкой. Нам с Сашкой вдвоем вообще роскошно, очень хорошо, мы не жалуемся. Если бы можно было, чтобы я работала дома, вот на себя, я вообще никуда не выходила. Я, Саша, Чупи, идеально, ребята, идеально. Хотя раньше я не могу сказать, что я была такой вот, одиночка. Ну, конечно, где-то 50 на 50. Иногда мне нравится ходить в люди, посплетничать, потрындеть. А вот последние, не знаю, пару лет я понимаю, что вот если прислушаться к самой себе, то я понимаю, что я люблю ходить только с Сашей. Я люблю находиться только с Сашей. Саша мне вот как друг, как мой муж, вот как все. Ну и первое, это, конечно, друг. И мне настолько хватает, мне вообще не надо никуда.
Провожаем Сашучку. А куда? Чупи нервничает, капец, потому что Саша вообще из дома выходит очень редко, без него или вообще меня оставляет. Ну да. Ну расскажи. В автошколу пойду. Да, пойдет сдавать этот экзамен школьный вот эти. Ну, пора уже. Месяц прошел. Ну, короче, потом скажешь нам, сдал, не сдал. Я говорю, не сдашь, ничего страшного, можешь пересдать. Ну, господи, ничего страшного. Ты точно так... Ну ладно, он нервничает, потом, ребят, не может говорить. Потом, когда... Можешь говорить? Ну, скажи, нервничаешь тогда. Ну, неприятно. Ну, я чувствую, Саша такой весь... Я подготовился, но... Ну, всякое может быть, да, непонятно какие вопросы. Там есть подвохи, конечно. Любители подвохов, да? Вот в Беларуси, по-моему, все-таки, наверное, сложнее было. Да? Но здесь... А тут там язык... я сдавал тему за темой, да, тут можно в слове ошибиться, не так да, понять, перевести для себя не так. Ладно, когда выйдешь, снимешь нам? Так. Давай договоримся так, не сдашь? Удаляем видео. Никто ничего не видел, никто ничего не знал. Сдашь, все такой, все, я крут, я вообще супер классный, сдал, все. Можете пить за меня водочку. Только за руль не садись. Да, только за руль садись. Ну все, тогда давай, Саша. Ну все, экзамен сдан. Допущен к вождению уже в следующий четверг, меньше через неделю. Поеду, посмотрю. Сравним машину с тем, что была в Беларуси, на которой я ездил, тренировался. Здесь всяко поновее будет, я думаю, получше. Сам экзамен был не особо приятным в том плане, что были новые вопросы, которых нету в тренировочной программе, хотя как бы это один и тот же производитель теста. И как минимум 2 вопроса было мне незнакомых, и причем они более такие специфические, не связаны конкретно там с дорогой. Один из них, на который я неправильно ответил, был касаемо груза. Какое расстояние должно быть там максимально, считая от сидения водителя вперед, на котором может там торчать груз. Ну, как бы, правильный ответ оказался 1,5 метра. Я ответил 2, поскольку, ну, я вообще впервые об этом слышал. Хотя, возможно, в какой-то книге это и есть. Еще был вопрос касательно четырехколовца, типа квадроцикла. Какой-то странный, как касаемо документов на него. Тоже, ну и там я правильно попал, чисто логикой. Вообще то, что вопросы есть новые, не очень приятно. И неизвестно, сколько всего их там. Если много, то как бы на экзамене может дать сюрприз неприятный. Но что удалось, один неправильный. По-моему, стоил всего 1 балл, поскольку это не самая важная тема, поэтому 73 из 74 баллов прошел легко. Ребятки, у нас, я сейчас Сегодня покажу, на обзоре. Первая проба. Просто обзор года. Мы уже давно засматривались на хэм, он же спэм, он же колбаса, кракус. А, ветчина. Да, ветчина, причем она какая-то такая, больше, наверное, экспортная. Даже вес у нее 455 грамм, то есть это паунд. Как будто специально для Америки делалось. А не для Польши. Да. Давай, открывай, будем пробовать. Я сначала думала, что, так как я видела, как в Корее едят спэм, они как-то жарят эту вот ветчину. Как-то мне казалось, что это даже довольно вкусно. Но и мы с Сашей давно уже засматривались на этот кракус ветчину. О, массакра. Ну, Кракус, конечно, ветчину. выглядит он... Мы давно засматривались, мы просто хотели попробовать. Ну и тут вот как раз возможно. Не знаю, как-то не очень аппетитно. Но она была популярна еще сколько там лет назад? Дофига. Даже 80-х уже рекламировали в Америке. Она такая тверденькая. Ну это кусок. Ну типа его можно там даже половина нарезать. написано. Ну да. Может ее реально жарить надо? Ну жарить вряд ли. Ну вот на бутерброд просто кусками. Да я вот не хочу Наверное, это жалеть. как мы на завтрак примерно едим. Неплохо. Реально. Реально Прям вкусненько. мясо. Но мясо. Со Я вкусом. даже не ожидала. Ну, как, Так типа солёненько. тушенки, только... Тушенка такая очень хорошая тушенка. Очень. Но это очень сильно похоже на ветчину, такую, как мы покупаем на завтрак. Ну, такая, знаете, в упаковке порезанная.
Это прям вообще прикольно. Я хотела бы попробовать немножко все-таки ее поджарить. Мне просто даже интересно поджарить ее. Не знаю. Ну, я себе поджарю. Попробовать Если ты не можно, хочешь. ну чуть-чуть, не всю. По Мгм. кусочку попробовать можно и жареный. Ну, правда, я не знаю, Ты как чё, ее всё-таки есть. нос? Ну, в таком виде, ну, просто как Не, ну может не завтра. ковыривать. Ну не, может размазать на что-то. Либо отрезать. Это реально вкусно. Вообще. Ну, Но ещё это не подумаем. такая тушенка, как вот Нет. в привычном виде. Это реально как ветчина. Не знаю, кто-нибудь пробовал? Может, напишите, пожалуйста, в комментариях, пробовали ли вы, как вам. Ну, это стоит, вот эта банка стоит 16 злотых. Ну, там 15 с чем-то, там, ну, 16 пусть будет. Ну, то есть недешево. А ну, 455 грамм. Но если мы покупаем нашу Не, ну, мясо, ветчину, оно стоит, ну, ветчина обычная, ну, там нарезанная, тоже стоит дорого. 30-40 за килограмм. Ну, 30 сейчас уже не найти почти нигде. Ну, прикольно, как честно, я вообще не ожидала. Я думала, это такая, знаете, как тушенка невкусная. Ну, я видела, как выглядит спэм, хэм. Это другое, Ну. там, наверное, более такое. Да, фарш. а это прям вообще клево. А здесь прям мясо Прям мясо. с желешкой. Вот это желе, вот тут вот желе. Ну, очень мало. Одно Да, мясо, а по вот сути. это вот прям кусок мяса. Классно, добротно, я ставлю лайк, не ожидала. Посмотрим, что с этим еще Мгм. можно сделать. Возможно, Можно чуть-чуть как-то поджарить кружочки, приготовить, но либо что-то добавлять. я уже представляю, как я буду намазать на лаваш. Я думаю, много рецептов есть в Мгм. интернете, потому что Да, это кстати, очень можно посмотреть. такое классическое, давнее Ещё? блюдо. Прикольно, вот открывашка такая. Такой ключ Ну, огромный. ключ Ну, он огромный. прям надежный. Короче, все, Лайк. 10 из 10. Просто я вообще не ожидала, что так вкусно, поэтому я ставлю 10. Да.